Human bioaugmentation has become commonplace throughout the developed world. The sheer scale of this disaster has overwhelmed the authorities. Superstorms continue to hammer the region, hampering relief efforts. These are uncertain times. You just need to recalibrate your meds. Trust me, you're gonna be fine. The Immortals run a well-established trade in human flesh. We may not always see our enemies, but they are out there. Direct energy air defenses neutralize the attack almost immediately. Warlord, take cover! Your mind truly is your greatest weapon. Call of Duty Black Ops 3, наверное, самый ожидаемый мною лично Call of Duty за долгие-долгие годы, потому что вторая часть, абсолютно моя любимая во всем сериале, мне кажется, это вершина, так сказать, кодостроения, точка, когда Treyarch, которые некогда были подмастерьями Infinity Ward, до ее развала превзошли своих мастеров некогда и сделали шедевральную игру, которую я с огромнейшим удовольствием прошел и до сих пор вспоминаю с теплотой в сердце. My death will shine light upon ubiquitous darkness. После этого мы наблюдали мучения пересобранной Infinity Ward под названием Call of Duty Ghost. Была совершенно отвратительная игра. В прошлом году Sledgehammer Games выдали довольно неплохой Advanced Warfare, и теперь вот спустя 3 года наконец-таки Treyarch возвращается к нам со своим новым Black Ops. Игра уже поставила там новые рекорды для Call of Duty. В первый же день продали коробок на $500 миллиарда, побиты там все рекорды по одновременному залипанию в сети игроков. Ну, в общем, произошло все то, что и должно было произойти, потому что Black Ops — это Black Ops. RPG! 11:30 a.m., December 11th, 2054. Zerg security forces receive an anonymous tip giving them the location of a hideout the terrorists are using. Unfortunately, the ZSF underestimated the firepower these assholes were packing. К сожалению, судьбинушка почему-то очень не хотела, чтобы я поиграл в Black Ops, потому что, ну вот, палки в колеса просто постоянно вставляла. То сначала мне вместо игры присылали код на DLC, потом вышел Fallout, потом я потратил несколько дней на то, чтобы скачать игру, потому что оказалось, что она сначала загружает 17 гигабайт, а еще 40 потом закачивает после ее запуска, что вообще отвратительный дебилизм. После этого я наконец-таки нашел друзей, мы вместе запустили игру, и оказалось, что она полностью на русском языке в лучших традициях пиратских переводов 90-х. Ну, то есть перевод World at War от нового диска они, конечно же, не превзошли, потому что там был такой отжиг, который спустя годы сложно перебить, когда герой под горящей банкой лежит, и к нему подбегает Резнов и говорит «Grab my hand», а переводят «Давай пожму тебе руку». Друг мой, позволь пожать тебе руку. Ты нужен мне живым. В новом Black Ops с русским языком не настолько печальная ситуация, но она все равно на уровне дна. Практически сразу у тебя начинает вот просто из ушей течь кровь, потому что это переведено неправильно, озвучено друзьями по подъезду. Ну и на всякий случай перевод делался вообще не в России, чтобы вы понимали глубину трагедии. Тейлор, диверсия началась, птичка подбита. Так точно. Турели уходят, чтобы среагировать на крушение. Двигайтесь к цели, захватите его раньше, чем расколется. Или сломается. Смотреть, слушать, получать удовольствие от игры при таких обстоятельствах ну просто невозможно. Более того, язык не переключается. То есть даже если вы купили консольную версию за огроменные деньги, сменили региональные настройки, язык не поменяется. Единственный вариант получить английскую озвучку — это включить польскую версию. Тогда будут польские субтитры и английская озвучка. Ну, конечно, реагировать нормально на это можно было бы, если был бы хотя бы хороший перевод. Но при таких обстоятельствах я не могу, поэтому я сразу говорю, если вы хотите играть в сингл, ни в коем случае не покупайте русскую версию. Единственный шанс заполучить английскую — это купить коллекционку.
ну или купить в английском сторе все это дело. В противном случае лучше не терзайте себя. Это моя личная просьба. Вы просто не получите удовольствие от игры. Кажется, они нас засекли. Валим! Потому что все эти голливудские актеры, вроде Кристофера Мелани, Кэти Сакхов из БСГ, со своими прекрасными голосами, ну, они в кинематографичности Black Ops, ну, делают половину атмосферы, наверное. И если вы будете смотреть начало игры на английском и на русском, вы просто получите абсолютно две разные игры. You don't betray your country without making new friends. Let me ask you another. Whoa! Hendrix, stand down! You don't understand. I'm taking us home. We need to know who our enemies are and what they are planning. That is how we save lives. Believe me, this is a bad way to go. К сожалению, ЗВЦ недооценили тяжелую артиллерию этих подонков. Результат? Поезд сделал бум. И тут кроется на самом деле ключевая, наверное, особенность нового Black Ops. Это его сюжет. Впервые, наверное, в истории Call of Duty Treyarch полностью пошли наперекор всем уставам франчайза. В общем-то, всем его концепциям, постулатам, они просто ей сказали: мы доросли, мы уже сделали супер-блокбастер Black Ops 2, всем все доказали, теперь настал период творчества. И, в общем-то, в новом Call of Duty они, состроили очень серьезную мину, в полную противовес из того, что было в Black Ops 2, где был сумасшедший би-муви, кич и просто безбашенность на каждом шагу. Black Ops 3 — это скорее очень тяжелый, очень атмосферный, серьезный фантастический боевик. И, честно говоря, я его таким принять не особо могу. Just relax. You're gonna be fine. You outsmarted them. Achieved our objectives. Man's always gonna be better than machine. Unfortunately, you sustained life-threatening injuries. You're stable, but you got a long way to go. То есть новый Call of Duty отправляется в ту же степь, что Metal Gear Solid, что Deus Ex. Это sci-fi история киберпанковская про солдат, которые объединены единым нейроинтерфейсом, чтобы действовать сообща, думать сообща, и, соответственно, всем, что из этого выходит, с различными галлюцинациями, виртуальными реальностями и, конечно же, злым доедалым суперкомпьютером. Are you seeing this? Say something. Say something. Please. Please. То есть отношение к сюжету Black Ops 3 я не мог выработать до самого конца. В принципе, большую часть игры он, наверное, держит интригу и увлекает тебя. Но, к сожалению, он фейлится на самом главном, на итоговом эффекте, который он производит. То есть Call of Duty делает совершенно непривычные для себя вещи. Он тебя погружает в свой мир. То есть тебе рассказывается, как развивалось человечество. У главного героя есть, там история, как он, в общем-то, стал суперсолдатом, киборгом. Его во время спецоперации избил робот Чаппи, оторвал ему ноги и руки. Там есть очень много многозначительных фраз, непонятностей, недоговорок. Там очень такая тягучая атмосфера, совершенно другой темп игры, который претендует на то, чтобы быть классическим приключенческим шутером, вроде Crysis 2. Из него, кстати, тоже заимствований хватает. Communication, brother. We all gotta be in sync. Yo, Taylor, you're a fucking dick. You didn't hear shit? If I want to talk to you, the DNI transmits on a closed channel. I don't even have to think about it. But, just so you know, if you ever think about calling Taylor a dick for real, brother, he's gonna mess you up worse than those robots. Впервые вообще в истории авторы Call of Duty не взрывают все вокруг, а наоборот заставляют тебя медленно ходить, рассматривать окружение. Здесь
Каждый уровень — это просто какая-то бомба, визуальная в первую очередь. Ты, раскрыв рот, ходишь, глазеешь на безумно красивую картинку, на какие-то сценки, на окружение, наполненное деталями, мельчайшими, которые, как в Half-Life, хочется рассматривать, связывать все воедино. При этом визуальная игра находится на вершине графических технологий. Это наряду с Орденом и с Infamous Second Son сейчас самая красивая игра. When the full force of the storm hits, we'll be looking at 150-mile-per-hour winds. Take this. We wouldn't want you to get blown away. Но с поправкой не на ПК. На ПК Call of Duty выглядит совсем иначе, там совсем другое освещение, хуже текстуры, хуже работа с частицами, там просто по ощущениям картинка, абсолютно другая. Но это, конечно же, скорее проблема Black Ops, чем ПК, поэтому еще раз, если вы соберетесь играть Black Ops в сингле, то не на ПК и не на русском. You're still here, huh? Pity. I bet D has 100 that you'd be dead by now. Funny man, Specialist Peter Moretti. He's gonna help you understand how much of a badass motherfucker you are now. Но так или иначе, впервые в истории Call of Duty, по сути, мы имеем претензию на приключенческую игру. В ней при этом сохраняются все фейерверки, все взрывы, безумно поставленные сцены, но происходит это в совершенно другом ключе. Не вот этим вот безумно адреналиновым, с налитыми кровью глазами, когда ты несешься там с мачете, рубишь просто врагов в Годмоде, да, потом через секунду на другом конце света там на тебя небоскреб падает. А с точностью наоборот. То есть эти сцены есть, но они вплетены в такое очень тягучее повествование. Ты иногда реально такой по атмосфере, я в Deus Ex, что ли, все это дело путаешь. И не сказать, что это хорошо. То есть я не могу сказать, что вот этот стиль, серьезные щи, претенциозность идут в Call of Duty. At 7:31 a.m., a terrorist group detonated an explosive device on board this train. The incident sent back our robotics program several years. You're here to stop it. Более того, сам сюжет, он выполнен в духе вот нелюбимых моих историй, когда ты проходишь игру, не понимаешь до конца, что произошло, а потом выясняется, что перед каждым уровнем там пробегает такая быстрая строка километрового текста, которую, если проматывать по кадрам, ты поймешь второй смысл, свяжешь это все воедино и поймешь, что на самом же деле произошло на 30-й секунде первой заставки. Я ненавижу такие подходы, и тем более не хочу их видеть в Call of Duty. Я хочу получить порцию адреналинового своего приключения, где все взрывается. Со взрывами, говорю, все хорошо, безумно красиво выглядит. Это офигительнейшая игра визуально. Каждым уровнем реально просто наслаждаешься. Там все триарческие фишки с геймплеем. На одной карте ты бежишь, на ней наводнение, на тебя летит огромная волна, тебе нужно специальным устройством цепляться за землю. Или там тебя ветер опять же сдувает, тебе нужно цепляться. Use your bolt driver. На другом уровне тебе нужно бегать с таким бомбогвоздодером и реально раскалывать на части землю. В третьем там летать на истребителе, это такая, да, фишка. Триарч во всех играх есть авиация с вертикальным взлетом, с которой можно мочить врагов, при этом выскакивая из кабины, бегая по округе, все взрывая. Появились офигительные подводные миссии с кучей ситуаций. Но общий тонус, общий дух вот этого приключения абсолютно не подходит к Call of Duty. И опять же из-за того, что Call of Duty игра, которая все-таки боится потерять внимание игрока, мне рассказывали в Activision, там чуть ли реально не сидит целый тестовый отдел, который проверяет на обычных игроках, на каких частях уровня он заскучал, и после этого их вырезает. Так вот, вся серьезная мина и атмосферность, она все равно подчиняется рамкам формата, и в результате все равно супер какой-то глубокой истории не получается. Не говоря о том, что все это напоминает кинофильм «Исходный код», кучу игр, и все уже миллион раз видели. Я никак не могу одобрить вот такой подход Triarch, при том, что, повторюсь, они старались. То есть здесь в каждом уровне работы больше, я не знаю, чем над половиной там, предыдущих игр, реально.
Просто каждый уровень произведения искусства. Каждый хочется перепроходить, рассматривать, но ты не получаешь от него должного заряда, да, фана, веселья, того, что ты ждешь от Call of Duty. Но при всем при этом, по геймплею, это революционный Call of Duty. Это игра, которая полностью меняет его концепцию, полностью меняет привычный геймплей. За постулаты Treyarch взяли Destiny и Halo. То есть теперь Call of Duty не тир. Только вдумайтесь реально, да, как это звучит. Call of Duty не тир. Теперь представьте себе, это игра, в которую нужно играть. Причем играть так, что иногда ладошки потеют. То есть концепция такая же, как у Halo Destiny, это направленная песочница. Все уровни в игре из трубы превратились в такой набор широких площадок, на которых очень-очень много врагов. Они, может быть, не сильно умные, но при этом одни из них бронированные очень сильно, другие с щитами, третьи еще с чем-нибудь. И они очень активно перемещаются, заходят постоянно вам в тыл. Сами пространство очень многоуровневое, даже вплоть до того, что есть там первый этаж, второй, третий, еще подвал. И вам между всем этим нужно не только перемещаться, а бегать просто с горящей задницей, простите. И такое тарабанивать на геймпаде, что раньше приходилось делать, там, не знаю, в Quake и других играх жанра. То есть свершилось чудо. В Call of Duty наконец-то появился не аттракцион, а геймплей. Более того, этот геймплей поддерживает кооператив на четверых, поддерживает, потому что на самом деле, я считаю, в кооперативе в Black Ops 3 играть нельзя. Это убивает полностью атмосферу и убивает полностью геймплей. Потому что в кооперативе опять все превращается просто в мясо. Заходят 4 суперсолдата и выносят 50 человек. Ну, то есть на высоком уровне сложности это еще хоть как-то интересно, но на нормале точно в это нельзя играть. Мясорубка сплошная, никакой тактики, никакого челленджа, ничего. Что тут в автомат играешь? А вот играть одному очень круто. Это реально захватывающий геймплей, в котором ты рассчитываешь свои действия, применяешь окружение и свои способности. И это, кстати, тоже очень большие нововведения в Call of Duty. Теперь на очень многих картах можно использовать окружение. Вы видите там на заводе огромные чаны с расплавленным металлом. Постреляйте по ним, они перевернутся и выльют все расплавленное олово на голову вашим соперникам. Постреляйте по сосулькам, и они упадут на голову, и так далее. Следующее глобальное нововведение в сингл, только в сингл игры, это аугментация, апгрейды. То есть, как в Deus Ex, как в BioShock, главный герой может получать различные сверхспособности по нескольким веткам развития. Только вдумайтесь, это Call of Duty, и тут несколько веток развития. И все они заточены под разное. Один сфокусирован на то, чтобы быстро бегать, прыгать и вминать разом там 5 противников, стоящих у вас на пути. Другой сфокусирован только на хаках, а здесь это очень важно, потому что половина противников, которые вы встретите по игре, это роботы чапи такие ходячие, и дроны всевозможные летающие, и танки ходячие. И здесь на самом деле скрывается безумная крутота геймплея Black Ops в том, что любую технику, развив хакерские способности, вы можете брать под контроль. То есть, если раньше у вас были специальные уровни, где вот, типа, покатайся на броневичке с пулеметиком или полетай за дрона, то есть теперь все эти мини-игры просто вплетены в кор геймплей, и это ощущается намного круче. То есть вы выходите на арену, там летают дроны, вы так бах, хакаете одного, переноситесь на вид, да, из дрона, разносите там все вражеское, начинаете как сумасшедший летать по уровню, во все полеть. Или там есть стационарная турель, берете ее под контроль и со спины всех врагов раскидываете. Ну или выходит гигантская такая хрень многоногая, которая грозит уничтожить, да, там, всех ваших друзей, и вы просто ее начинаете хакать, как в каком-нибудь синдикате. На самом деле механика очень напоминает. Нужно зрительно держать внимание, так сказать, на цели, после чего ты
берешь ее под контроль и уже от лица этой здоровенной махины просто разносишь все вокруг, а разносится все, кстати, очень красиво. Они прям специально сделали куски уровней разрушаемыми, то есть там обваливаются здания, все безумно, опять же, круто выглядит. Вообще, говорю, визуально это одна из самых красивых игр, и это на самом деле наряду с геймплеем ее очень сильно спасает от унылого сюжета, потому что всю игру ты, открыв рот, все-таки смотришь на взрывы и падающие здания. Причем не по скрипту, а от твоих действий, и это безумно радует. Ну и третья ветка скиллов, она называется хаос и позволяет просто творить безумие, напускать пчел-нанороботов на людей, чтобы сжирать их, взрывать вражеских роботов изнутри, ну и так далее. Ну и на самом деле, да, все эти ветки, они такие. Одна смешанная против людей и против роботов, другая чисто против хаков, против роботов, третья, которая посередине, она исключительно на людей направленная. Это немножечко расстраивает, потому что переключаться между ветками ты можешь только в специальных пунктах, где доступен армори, либо перед миссией, либо на самой миссии. И очень часто не хватает способности выбрать другую ветку и пользоваться ей. Ну и как вы уже поняли, это все нужно прокачивать. Прокачиваешь ты все эти ветки и оружие, что очень важно, за счет получаемых очков. Очки получаются не только там, да, за красивое убийство, но и за выполнение кучи челленджей, которые раскиданы там по миссии. Типа «спаси заложников в такой-то ситуации» или там «взорви всех дронов разом», что на самом деле очень сильно подогревает к перепрохождению всех миссий. Поскольку все-таки игра под кооп создавалась, то они думали о replayability, и вообще вся история с прокачкой сделана для того, чтобы сингл Call of Duty перепроходили. Для этого в игре по геймплею сделано все. Несколько веток развития, полностью вы их прокачать не можете. Когда вы достигаете 20 уровня, можно скрещивать обилки из разных веток. И более того, вы даже в первое прохождение не можете прокачать нормальное оружие. Соответственно, каждый раз, когда вы начинаете заново, уже с полным сетом способностей, да, свою кампанию и проходить оригинальные уровни, открываются совершенно другие тактические маневры. Вы можете залезать туда, куда вы залезать до этого не могли. То есть геймплей реально другой. Здесь они очень постарались. За геймплей Black Ops можно вообще твердую десятку лепить. Это охренительно, там миллион мелочей, вот эти все прокачки, которые позволяют абсолютно разные вещи вытворять. С одной ты не можешь бить роботов, с другой веткой ты можешь вырывать у них там сердцевину, которая превращается в ЕМП-бомбу и кидать в их же товарищей. То есть реально от прокачки зависит то, куда ты можешь залезать, как ты будешь действовать, с какими врагами, как ты будешь расправляться. То есть выбор скиллов полностью меняет твой геймплей. Это охренительно. Проблема в том, что тебе все это делать не хочется. Не хочется тебе возвращаться в Black Ops, потому что там вот такой скучный, тягучий сюжет, который, да, в первый раз держит интригу, потом ты такой, блин, это я миллион раз уже видел, и второй раз все переживать это тебе не хочется. И это катастрофа, я считаю. То есть с Триарчем произошла такая же история, как с Кристофером Ноланом. Вот снял он первого Бэтмена, сказали, молодец, давай еще круче. Во второй раз отжег такой по полной, сделал шедевр, который понравится всем, такой мейнстримовый, правильный, но со своим авторским почерком. А на третий раз сказал, все, идите нахрен, я художник, поэтому мой герой будет полчаса сидеть в яме, раздражая всех зрителей. Примерно то же самое произошло и с Black Ops'ом. And your kind have killed many of our people. This cannot be forgiven! Do you think we do not know why you are here? You've been made, Hendrix. What's the call? Now! Но, повторюсь, по геймплею это замечательно, это очень круто, они взяли правильный курс. И это, кстати, к вопросу о том, что многие кричат «Хочу Call of Duty во Вторую мировую». А вот вы вообще задумывались, что будет, когда франшиза вернется во Вторую мировую? Потому что Treyarch задумались и сделали специальный уровень. Здесь в виртуальной реальности, где ты отправляешься
реально чуть ли не в локации там первых двух Call of Duty. То есть там прям некоторые цитатки угадываются. Вроде пулемета в амбаре, там сражение в церкви. Так вот, на этом уровне, да, в путешествии во Вторую мировую, творится самый натуральный геймплей Call of Duty старого. И я вам скажу, что это нифига не прикольно. То есть это очень уныло, скучно, при том, что там новый современный АИ из этого Call of Duty, и все пушки, и способности. Все равно вот по тому геймплею, который был, просто есть ностальгия. На самом же деле это вот миллион немцев, который бежит отовсюду, закидывает тебя гранатами, а ты их так обратно им посылаешь. И ничего крутого в этом нету. Ну, то есть я верю, что можно, в принципе, наверное, сделать интересную игру про Вторую мировую, такой экшен, да, мейнстримовый, сегодня на новых технологиях, но все равно по геймплейному разнообразию и интересу он будет уступать современным Call of Duty, вот этим футуристичным. Просто потому, что вся фантастика позволяет делать крутой геймплей. И новый Black Ops это показывает очень наглядно, особенно на этой миссии, где там в какой-то момент у тебя выезжает немецкий танк, ты его просто берешь, эту базуку несчастную, из нескольких выстрелов, там, прячешь за колонной церкви, его разносишь, и думаешь, господи, как же это тупо. И после этого там происходит глюк, и вместо этого танка появляется вот уже танк такой многоногий, которого уже нужно мочить современной механикой, там сначала отстреливая ему систему наведения, а потом беря ракетницу, уже пуляя по нему. Мне кажется, это такая вот метафора, аллюзия Триарч на все вот эти стоны про «верните нам Вторую мировую». Они буквально вот просто наглядно показывают, что, чуваки, это будет не прикольно. Вот старый танк, его скучно убивать. Вот большой, современный, новый, шагающий, с ним хотя бы геймплей есть. Но сомневаюсь, что многие оценят этот креатив триарчевский, но молодцы. В общем, на самом деле очень сложно вынести вердикт одиночной кампании Call of Duty. По геймплею она великолепная, по сюжету это вообще, ну, я считаю, провал. Несмотря на весь артистизм, в который они вложили просто дохрена усилий во все это, и не уважать это просто невозможно. Только конченые идиоты будут отрицать, что это круто. Но не стоило. То есть, реально, лучше бы старый Call of Duty с этими безумными мексиканцами, с переключением постоянной перспективы, от злодея к хорошим и обратно. Причем в рамках одного уровня, там, нелинейностью, ну, вот, всем тем, чем так крут был Black Ops 2. Hendrix, you hit? No, I got it! Ну, то есть, на самом деле, я нахожусь в дурацкой ситуации, и приходится ругать Call of Duty за то, что он попытался сделать что-то новое. Но, к сожалению, вот приходится, потому что это новое, безусловно, талантливое, очень крутое, но автоматически повышает к себе и требования. То есть, если вы делаете серьезную мину, серьезный сюжет, то, пожалуйста, удивите чем-то. Не смогли. So what, we gonna make it a clean sweep and kill Taylor next? If you're so keen on us helping the CIA keep their damn secrets, then maybe I should put a fucking bullet in Kane's head right now! You listen to me. The only reason you're not sitting in an Egyptian army brig right now is because no one is coming to help us. We're on our own. You're all I've got. Besides, you're my friend. Ну, конечно, традиционный сингл — это только часть упаковки, причем только треть ее, потому что есть еще зомби-режим и мультиплеер. Плюс еще после прохождения открывается доступ к так называемой Nightmare кампании, когда ты перепроходишь избранные уровни с зомби-врагами и другим смыслом, там, дополнительными комментариями персонажей. Зомби-режим в этот раз вообще безумный. Мало того, что там несколько сеттингов, еще основной зомби-режим теперь превратился, я не знаю, в такой простецкий аналог Left 4 Dead, когда ты не сидишь в одной комнате, а постоянно там зарабатываешь деньги, покупаешь оружие, мочишь зомби, открываешь новые проходы, попадаешь в новые части города, и получается там такой очень даже небольшой open world. И при этом враги лезут отовсюду, непредсказуемо, и в один момент может быть все спокойно, потом вас всех сжирают. Все нормально. Ненормально.
Что-то не было и пошло. Молодцы. Никогда не любил зомби в Call of Duty. В первый раз захотелось даже их пройти. Очень хорошо сделали. Конечно, до Left 4 Dead далеко, но зато очень крутой антураж, герои, озвученные голливудскими актерами вроде Рона Перлмана. Антураж — это арт-деко, такой нуар, совершенно отличается от того, что есть в основной игре. И это очень круто. I ain't leaving nothing to chance. He may be the #1 contender, but his career ends tonight. Еще есть режимы фрирана а-ля Mirror's Edge, где тебе нужно по абстрактным объектам скакать на время. Дико сложная задача с местной системой перемещения. Еще можно провести время в виртуальном тренажере специальном, там тоже выбивая ачивки. Основное блюдо — это, конечно же, мультиплеер, который просто великолепен. У Black Ops 2 уже был хороший мультиплеер очень. Я знаю много людей, которые в нем практически несколько лет провели. Так вот, у Black Ops 3 все еще круче. Это действительно просто супер отточенная машина. Это Call of Duty, в которую добавили беготню по стенам из Titanfall, героев из Overwatch, и при этом не повредили основной механики. То есть у тебя полное ощущение, что ты играешь там, не знаю, в Modern Warfare 2, мой любимый мультиплеер в Call of Duty, в который я 1,5 года проиграл. Мне удавали аккуратно вот эти элементы, и они офигенно там смотрятся, они не преобладают, то есть ты не все время бегаешь по стенам, не все время пользуешься обилками героев. Они скорее такие дополнения. А основная кор-механика, она просто отточена, она офигительная, и в нее реально очень весело играть. За исключением того, что это сделать практически было невозможно на ПК на старте. У меня так всегда, я Call of Duty сингл прохожу на консолях, да, с геймпадом, на проекторе, а потом уже на компе сажусь играть в мультиплеер. Так вот, в этот раз не получилось, потому что на ПК были такие лаги, уже очень много лет таких не видел. Вот хуже технически запускался на ПК только Ghost. На консолях тоже, кстати, были лаги, но существенно меньше. При том, что мультиплеер прекрасный, я делал про него отдельный сюжет, я не могу сказать, что нужно бежать в него сейчас играть. Это вообще, на самом деле, про всю игру можно сказать. Совершенно не обязательно прямо сейчас садиться играть в Black Ops. Это очень хорошая, солидная игра, одна из самых красивых, повторюсь, на сегодня, если вы играете на консоли. Но, учитывая, что есть Halo 5, есть Battlefront, есть Fallout 4, да, в конце концов, StarCraft, и великое вообще многообразие самых разных игр, я не вижу ни одной причины, почему вот прямо сейчас нужно садиться и играть в Call of Duty. Возможно, смена курса одиночной кампании так повлияла. Потому что, на самом деле, в одиночной кампании это секрет успеха Call of Duty, потому что это такая разминочка перед мультиплеером, но она создает тебе очень много положительных эмоций, погружает в мир, то есть она у тебя создает первое охренительное такое, да, впечатление об игре, чего в этот раз не произошло. Несмотря на геймплей крутой, впечатление от сингла очень депрессивное. И поэтому вокруг Black Ops есть некий ореол депрессии. Мне кажется, лучше поглощать это где-нибудь на зимних праздниках. А от меня 8,5 баллов. Спасибо, что смотрели. Мы действительно вкладываем в эти сюжеты очень много усилий. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, это действует на нас очень вдохновляюще. Ну и спасибо тем, кто поддерживает нас. Именно благодаря вам мы можем вкладывать в эти сюжеты максимум усилий и превращать даже простые обзоры видеоигр в штучные произведения. До встречи, всем позитива, играйте только в хорошие видеоигры, ну и увидимся в следующих сюжетах.